Особняк на окраине Майами утопал в тишине. Все здесь выглядело безупречно. Белые стены, идеально подстриженный газон, сверкающий бассейн, отражающий лазурное небо. Только жизни в этом совершенстве не было. Хозяин дома, Джонатан, сидел у панорамного окна и наблюдал за своими 6-летними близнецами, Лукасом и Эйданом. Мальчики молча играли одинаковыми кубиками, не обмениваясь ни словом, ни взглядом. Их лица были красивы и безжизненны, словно застывшие маски. 2 года назад несчастный случай унес жизнь их матери. После этого дети перестали говорить и смеяться. Джонатан перепробовал все – психиатров, педагогов, терапевтов, но дом оставался мертвым, как музей прошлого. В один из жарких утренних дней на кухне работала новая помощница – Эмма. Она появилась всего месяц назад и старалась быть незаметной. Но каждый раз, проходя мимо террасы, не могла не смотреть на мальчиков. В их неподвижности она видела саму себя, ту девочку, что выросла в приюте, где не знали, что такое смех. Когда Эмма вынесла на террасу поднос с фруктами, дети даже не обернулись. Она поставила его на стол, опустилась у бассейна и вдруг тихо плеснула руками в воду, как будто играла. Капли взлетели, переливаясь под солнцем, и Эмма рассмеялась, легко, искренне, как ребенок. Джонатан наблюдал из дома. Он хотел окликнуть ее, но замер, заметив, как один из близнецов на мгновение поднял голову. Потом второй. Маленькие пальцы замерли над кубиками. Эмма снова взмахнула руками, и брызги попали на мальчиков. Один моргнул, другой дрогнул губами, и вдруг из его горла вырвался короткий, неловкий смешок. Смех. Настоящий. Джонатан не поверил своим ушам. Внутри что-то щелкнуло, словно сердце, долго молчавшее, вспомнило, как биться. Мальчики начали брызгаться, осторожно, потом все смелее. Вода летела во все стороны, и теперь уже оба смеялись, звонко, по-настоящему. Эмма не успевала отмахиваться, тоже хохоча вместе с ними. Дом наполнился звуками, которых он не слышал 2 года. Позже, когда все стихло, Джонатан подошел к ней. Его голос был тихим, но в нем звучало то, чего давно не было – тепло. Он сказал лишь одно – «Продолжай». Эмма не ответила, только улыбнулась и снова посмотрела на детей. В тот вечер дом больше не был пуст. Из детских комнат доносился смех, легкий и живой. Джонатан сидел у камина и впервые за долгое время чувствовал не боль, а покой. Когда Эмма принесла ужин, он поблагодарил ее коротко, почти шепотом. «Вы вернули им свет». Эмма опустила взгляд и сказала: «Смех не исчезает. Он просто ждет, когда его услышат». Джонатан посмотрел в окно, где отражался мерцающий бассейн, и понял, чудо пришло не из богатства и не из времени. Оно пришло с тихим смехом девушки, которая просто не боялась заговорить с тишиной. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.